Epifia — это SaaS-сервис, который состоит из веб-части и клиентов для смартфонов. Мы планируем писать приложения для всех современных платформ мобильных. Сервис нацелен на то, чтобы привнести в обычное планирование, которым мы занимаемся практически каждый день, элемент учета местности, вообще контекста, который окружает нашего пользователя. Мы имеем уже работающую бета-версию, о которой я скажу чуть позже, которая позволяет при создании задачи указывать точку на карте, в которой она напомнит о себе. Это очень простая функция, позволяет решать задачи, ранее недоступные другим планировщикам. Допустим, задача купить молока может напомнить о себе в 50 метрах от магазина, который вы указали при создании задачи. Следующий функционал, который мы планируем реализовать, это возможность установки напоминаний не на конкретное место, точку на карте, а на группу объектов. Допустим, задача снять наличные в банкомате напомнит о себе в 50 метрах от ближайшего банкомата, выбранного вами банка. Следующее, что мы планируем реализовать, учет времени, учет места, в котором находится пользователь, и место задачи позволяет расширить возможности стандартных напоминаний. Допустим, напоминание о совещании может прийти за 10 минут, если оно проводится в соседнем офисе, и за 1,5–2 часа, если оно на другом конце города, и до него нужно долго ехать. При этом информация о времени, за которое следует человека предупредить, может быть рассчитана как на основании его истории перемещений, так и информация от поставщиков данных о трафике, Google трафик или Яндекс.Пробки. Еще один важный элемент нашей системы – это папка Inbox, которая, свято следуя заветам GTD-системы Пола Аллена, будет присутствовать и в нашем приложении. Особенности использования мобильных устройств заключаются в том, что в них очень часто трудно заносить структурированную информацию, то есть создать заметку, создать таск какой-то, указать ему место, время. Все это бывает неудобно, когда мы за рулем или в общественном транспорте или на ходу. Поэтому мы планируем создать папку, в которую пользователь сможет заносить неструктурированную информацию. Допустим, простой текст «купить молока» будет нашей системой проанализирован с помощью технологии лингвистического анализа и выявления именованных сущностей. Эта информация будет сравнена с теми задачами, которые он вносил ранее, и система попытается на базе этой очень короткой информации «купить молока» создать задачу, которую мог иметь в виду пользователь. Пользователь в дальнейшем такие задачи принимает либо редактирует, и это снимает с него часть проблем по оформлению их на месте. Мы планируем дать возможность нашим премиум-пользователям вносить информацию в голосовом виде и в виде графическом, то есть мы можем понять, что размещено на его фотоснимке. Ну и если это, к примеру, визитная карточка, то можно легко добавить ее в адресную книгу. Мы планируем наладить интеграции с очень интересными, активно развивающимися сейчас сервисами. В частности, мы позволим пользователям, дадим им легкий способ сделать из их таска завершенного или запланированного твит. То есть наш пользователь сможет легко, придя на встречу, в которую он до этого занес в ежедневник, твитнуть о том, что эта встреча началась или проходит, или проводится. Кроме того, мы можем дать возможность нашим пользователям автоматически чекиниться в других location-based сервисах, так как если они уже занесли эту встречу, это место в свой планировщик, то в один клик могут это сделать. У нас два типа конкурентов. Первый тип – это всеми известные сервисы планирования и программы для этого. Google Календарь, Tasks и так далее. Наше отличие – это папка Inbox, быстрый ввод информации и автоматизация создания задач, и контекстные напоминания, которых пока нет ни у одного из этих крупных конкурентов. Косвенные наши конкуренты – это сервисы по организации и хранению информации. Они все-таки сконцентрированы немножко на другом, на том, чтобы организовывать и хранить информацию и легко получить к ней доступ. Мы планируем эту информацию использовать активно в повседневной жизни человека. Аудиторию мы оцениваем в 40 миллионов человек, которые используют сервисы такие во всем мире.
Это наша оценка, я могу потом поподробнее рассказать о том, откуда она родилась. Мы считаем, что Evernote примерно 7,5% этого рынка занимает. Remember the Milk 5%. Очень большая доля рынка распределена между разнообразными мелкими игроками и крупными, такими как Google Календарь, Outlook, которых тоже измерить невозможно точно. Наша цель – это 2% от рынка в течение первых 12 месяцев. Это 1 миллион пользователей. И в дальнейшем будет расти как эта аудитория, так и наша доля рынка. О том, как будет расти рынок смартфонов, на который мы базируемся, говорят очень много различных исследований. Этот рост в ближайшие несколько лет будет активно продолжаться, и наша аудитория потенциальная аудитория будет постоянно расти. Наша бизнес-модель – это фримиум. Она очень похожа на аналогичную у Evernote, хотя все цифры мы взяли пониже. То есть наша оценка доли пользователей, которые приобретут премиум подписку, составит 2–2,5%. Мы очень много надежд возлагаем на location-based advertising, на рекламу, которая привязана к текущему местоположению человека. Мы разработали такую методику ее доставки пользователя, который, как мы считаем, изменит представление о рекламе вообще мобильной. Наша реклама будет очень четко привязана к задачам, которые пользователь сам вносит в свой ежедневник. И, скажем, если у него занесена задача пообедать с Васей, то к этой задаче будет прикреплено наше рекламное объявление, наша реклама о заведениях, которые находятся в радиусе, к примеру, 300 метров и могут предложить хорошие условия проведения этого бизнес-ланча. Нам необходимы инвестиции. Общую оценку мы делаем в размере $1,4 миллиона. Точка самоокупаемости наступает во втором квартале 2012 года. Полный возврат инвестиций – первый квартал 2013 года. Первые инвестиции нам необходимы в размере $800 тысяч, и мы их потратим на разработку веб-сервиса, на дальнейшую разработку веб-сервиса и написание приложений для мобильных устройств. Это основное. Есть вот такой milestone, про него могу очень подробно рассказать, здесь информации много. Мы планируем, что сервис начнет работать в первом квартале 2011 года и рассчитали все, что необходимо для этого. Приложение для Android мы пишем уже сейчас, бета работает. Здесь не все члены нашей команды. К нам недавно присоединился еще Ник Михайловский, это основатель сервиса Poidu, очень опытный в location-based сервисах человек, мы очень рады, что он будет работать с нами. Я сам серийный предприниматель, тоже расскажу, если кому интересно, побольше. Мы имеем отличного дизайнера и ребят, двух разработчиков, которые двигают наш проект вперед. Они написали уже бета-версию, и мы активно ее развиваем сейчас. Собственно, мы называемся не PDA, а VDA, Virtual Digital Assistant. Это термин, который введен мне так показалось, что как раз газета New York Times, которая совсем недавно, 27 июня, написала большую статью о перспективах подобных сервисов, очень интересная. Бета-версия наша сейчас уже работает практически на всех смартфонах, которые есть в природе, на тех, для которых Google Maps существует, без установки каких-либо приложений. Мы персональный сервис, у нас мало проблем с privacy. LBS-сервисами люди боятся пользоваться, потому что часто это приводит к тому, что они делятся информацией неконтролируемо. У нас этой проблемы нет. У нас основная модель – это Evernote, на которой мы можем хорошо базироваться. И очень многообещающая location-based advertising, реклама, которую мы считаем, что принесет очень значительное количество новых пользователей. И уникальный способ доставки этой рекламы. Тоже советую, если кому-то интересно про LBS почитать, Роберт Скоубл очень интересную статью на TechCrunch разместил, в которой описывает планировщика будущего, планировщик, который будет работать в 2012 году. Это очень похоже на то, что мы делаем. Собственно, все. Готов ответить на вопросы, если